Добрый вечер. Слушаю вас. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Российская газета Айсель Кириханова. Владимир Владимирович, вчера вы принимали участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И вчера же было объявлено о создании новой международной организации. Как вы оцениваете эти планы и зачем это нужно? Ну, мы задавались этим вопросом еще тогда, когда эта организация создавалась, по-моему, 30 лет уже. Ну, и казалось, что достаточно всяких других инструментов для того, чтобы сверять часы по вопросам обеспечения безопасности. Но сегодня выясняется, что это не так. И вот эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона, они нужны, и нужно их совершенствовать. В свое время инициатором, автором создания этой структуры был первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. И, видите, он уже не работает в этом качестве, а сама структура живет. И сейчас вот Казахстан предложил создать на ее базе организацию. Напомню, что и ОБСЕ складывалось именно таким же образом. Сначала это был просто форум для обсуждения вопросов безопасности в Европе, а потом она превратилась в организацию. Я думаю, что это востребовано, имея в виду, что не только на европейском континенте много угроз, но и в азиатском. Я сейчас не буду все перечислять, вы наверняка об этом все знаете. Поэтому, на мой взгляд, это востребовано, своевременно, и все участники поддержали. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Лазаренко, Мецизвестия. Буквально только что закончился первый форум «Россия-Центральная Азия». Вот с вашей точки зрения, Россия по-прежнему интересна странам Центральной Азии? Так сейчас еще больше, мне кажется. Ну, конечно, объемы торговли-то растут, причем растут гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы. По понятным причинам, наверное, объяснять не нужно. Мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону. Страны региона в этом заинтересованы. Наконец, возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций. Ну, вот некоторые еще давно ушедшие в небытие предприятия, сейчас мы смотрим, как их реанимировать, и мы можем сделать это на совершенно новой технологической базе, и можно сделать это в том числе в странах Центральной Азии. И для нас интересно, и для наших партнеров. Вот это первая часть. А вторая заключается в том, как это организовать, как нам организовать, допустим, работу в финансовой сфере, эти услуги, переход на национальные валюты, в каких объемах, что сделать, значит, как организовать систему передачи финансовой информации. Вот здесь много конкретных совершенно вопросов, в решении которых наши партнеры в Средней Азии точно заинтересованы. Но я уже не говорю о вопросах, связанных с безопасностью, с борьбой с терроризмом, например, с той же ситуацией в Афганистане. Да, мы обсуждаем это на площадке ОДКБ и на площадке СНГ, но это прежде всего касается кого? Центральноазиатских республик. Поэтому вот отдельный какой-то формат, он в принципе не помешает, и он востребован. Ну и, наконец, мы, повторяю, еще и в двухстороннем плане работаем с партнерами и с союзниками. Но когда мы собираемся вот в таком формате, как сегодня, 5 плюс одна участница, еще одна страна, Россия, то мы как бы смотрим уже не в преломлении к двусторонним контактам, а вот я сегодня об этом говорил, а будем стараться искать такие проекты и такие направления сотрудничества, которые интересны для региона в целом. Знаете, немножко все тоже вроде все то же самое, но взгляд с другого ракурса, который может быть интересен для всех сразу. Вот это следующее. Например, и кое-что еще. Например, коллега из Туркменистана говорил о том, что для стран Центральной Азии
для тех, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате, в многостороннем центральноазиатском, для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы. А мы развиваем ряд проектов, связанных, интересных для нас тоже, с другими партнерами. Вот все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно. Пожалуйста. Агентство «Интерфакс», добрый вечер. Не секрет, что некоторые государства на постсоветском пространстве испытывают настороженность в связи с событиями на Украине. Вы встречались в рамках саммита СНГ с коллегами, неформально с ними общались. Каков ваш вывод на фоне продолжающихся боевых действий в Украине? Единство на территории СНГ, оно как-то укрепилось, осталось на прежнем уровне? Или негативные тенденции какие-то наблюдаются? Нет, ну, как вы видите, все это проходит, все эти форматы, они работают, значит, они востребованы, и наши союзники, наши партнеры хотят работать в таких форматах. Ничего в этом смысле не меняется. Но, естественно, вот мы обращаем внимание на некоторые события, связанные с отношениями между Азербайджаном и Арменией, на то, что происходит между Таджикистаном и Киргизией. Все мы об этом хорошо знаем. Конечно, партнеров интересует и беспокоит будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Но это является предметом обсуждения. Это правда, здесь ничего такого неожиданного нет. И я их, партнеров наших, подробно об этом информирую, рассказываю нашу точку зрения. Но это никак не влияет на характер, на качество, на глубину отношений России с этими странами. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, агентство ТАСС, Юлия Бубнова. Вы вчера проводили встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана. Подскажите, как она прошла и чего удалось достичь по ее итогам? Спасибо. Прошла конструктивно. Естественно, когда на достаточно горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто, но тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий. Первое. Второе, что очень важно, стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев. И третье, тоже существенный важный элемент заключается в том, что мы, не претендуя на какую-то посредническую роль, хотя, откровенно говоря, нас об этом просили, договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей. Я имею в виду, что в Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение. Так что в целом эта встреча была очень полезной. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня вопрос, над которым, как мне кажется, размышляют очень многие сейчас в России. На мой взгляд, недообсуждена роль Германии в украинском конфликте. Если канцлер Меркель занимала такую достаточно сдержанную позицию, то Шольц, что называется, пустился во все тяжкие. И с какой-то удивительной просто легкостью Германия вдруг забыла все то, что сделала Россия для объединения немецкого народа, с легкостью, как кажется, перелистнула очень непростые страницы примирения двух народов. И сейчас мы видим непредставимые просто ранее вещи, как из немецких орудий вновь убивают русских людей. Вы специалист по Германии. Чем вы можете объяснить все происходящее и как это скажется в будущем на наших российско-германских отношениях? Это Спасибо. выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии. Они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств, так как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов. Но, судя по тому, что вы сказали, во главу угла в данном случае
судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства, в данном случае Федеративной Республики, в рамках Североатлантического альянса. Правильно это или нет, я считаю, что это ошибка, и за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика, граждане Федеративной Республики, потому что это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для Федеративной Республики в частности. Но с ее интересами, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы Северный поток-1 и Северный поток-2. Они хоть и не работали, но это была такая, как бы, был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна ветка, как я говорил, в Москве, все-таки, видимо, в рабочем состоянии, но решение не принимается, и, судя по всему, вряд ли будет принято, но это уже не наше дело, это дело наших партнеров. Вот. А чем руководствуются руководители тех или других государств, это их дело. Я свою версию изложил, мне кажется, что в этом как раз суть проблемы и заключается. Да, но только не все сразу, пожалуйста, да? Кто? Пожалуйста. Мария Финушина, RT International. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Перед поездкой в Казахстан вы встречались с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, здесь в Астане, с президентом Турции. В каком ключе в ходе этих бесед обсуждалась ситуация на Украине? Возможно, лидеры этих стран поделились с вами какой-то эксклюзивной позицией Киева, которая известна только им. И также турецкая пресса пишет, что Анкара сейчас пытается организовать переговоры между Москвой и западными странами, США, Британией, Францией, Германией в Стамбуле. Насколько сегодня реальна эта встреча, насколько она, если состоится, будет эффективна, если Киев не примет участие, и насколько благоразумным вам кажется подключить к этим переговорам Китай и Индию? Спасибо. Значит, как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу. И, как известно, результат есть. Так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили и своих военнослужащих офицеров, в том числе. Это первое. Второе, он был активным участником организации вывоза зерна из Украины. Правда, к сожалению, это зерно не идет, или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН. Но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе наших переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то все-таки структурировать потоки этого зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны. Это генеральный секретарь ООН должен над этим работать. Я знаю, что он работает, но не все у него тоже получается. Значит, Объединенные Арабские Эмираты, конечно, тоже готовы к посреднической роли, и надо сказать, что президент Объединенных Арабских Эмиратов, он занимается этим, в том числе и занимается вопросами гуманитарного характера, обменами и так далее, и не безуспешно, за что мы ему тоже благодарны. Индия и Китай всегда говорят о необходимости наладить диалог и решать все мирным путем. Мы знаем их позицию. Это наши близкие союзники, партнеры. И мы уважаем их позицию. Но мы же знаем и позицию Киева. Они все время говорили о том, что они хотят переговоров и вроде как просили об этом, а теперь приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. О чем же можно здесь говорить? Я, в свою очередь, как вы знаете, и выступая в Кремле, при принятии решения по субъектам федерации, говорил о том, что мы открыты. Мы всегда говорили, что открыты. Мы даже ведь в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Вот и все. Если они созреют для этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован. Да, пожалуйста, прошу вас. Продолжаем международную тему. Илья Ежов, Вести ФМ и Маяк. Владимир Владимирович, появилась ли какая-то определенность насчет вашей поездки на саммит Большой Двадцатки в Индонезии?
И если да, если вы туда поедете, готовы ли вы там провести переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом? Спасибо. Ну, надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет, окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Ну, Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате мы еще подумаем. О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников двадцатки пока речи никакой нет. С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте, как вы знаете. Вот только что говорили о позиции Турции, турецкого президента. Турция тоже входит в двадцатку, мы с ним на постоянном контакте находимся. С некоторыми коллегами тоже. С президентом Соединенных Штатов такие вопросы не обсуждались. Прошу, да, прошу. Добрый день, Константин Панюшкин, Первый канал. Федеральная служба безопасности на днях сообщила о том, что взрывное устройство, сработавшее на Крымском мосту, изначально было отправлено морем, по-видимому, грузовым кораблем из Одессы. Вот этот факт, как он скажется на позиции России относительно грузового судоходства из портов Украины? Будем ли мы, может быть, препятствовать ему теперь? И самое главное, что касается зерновой сделки, потому что все-таки договоренность была о том, что будем вывозить зерно, а не взрывное устройство. Не разрушит ли этот теракт зерновую сделку? Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, точнее сказать, взрывчатка, взрывчатое вещество были отправлены морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Это вопрос. Ответа на него пока нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа, выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора. Но пока таких данных у нас нет. Что? Пожалуйста, микрофон. Возможный ответ России прорабатывается? Ну, знаете что, ответ простой, закроем просто дело с концом. Но надо сначала это установить достоверно. Такой информации нет. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Александр Генушев, Лайф. На днях в Москве оштрафовали мужчину за то, что он слушал украинскую музыку. Но это, как кажется, явный перебор, потому что так скоро и фильм «В бой идут одни старики» можно запретить, там есть украинские мотивы, и Гоголя. Ведь если фашисты слушают народные песни, сами песни от этого фашистскими не становятся, как считаете? И как вообще стоит относиться к украинской культуре сейчас? Я думаю, что мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал, дураки какие-то. Значит, но мы не должны вот так, вести себя таким же образом. Значит, первое. Второе. Украинский язык относится к числу государственных в Крыму, в одном из субъектов Российской Федерации. В Крыму украинский государственный язык, наряду с крымско-татарским, вот, и русским. Поэтому само по себе это неправомерно. Третье. У нас в России, по-моему, где-то около 3 миллионов граждан Российской Федерации, проживающих постоянно у нас, украинцы. Ну как же мы можем запретить их язык и культуру? Да у нас и в голове такого нет. Поэтому я понимаю, с чем это связано. Это на фоне вот сегодняшних эмоций все происходит. Но я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском Союзе были очень популярными хиты на украинском языке. И я думаю, что мы не должны уподобляться тем, которые, как я уже начал, отвечая на ваш вопрос,
отменяют какую бы то ни было культуру. Культура здесь вообще ни при чем. Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, возможным поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения прямого к украинской культуре не имеет. Пожалуйста. Добрый день. Газета «Известия», Лежнева Любовь. Хотела спросить про мобилизацию. Вы уже говорили о том, что при мобилизации есть много проблем, и сейчас многие компании не понимают, каких сотрудников возьмут, каких нет. И хотела бы вас спросить, стоит ли ожидать новую волну мобилизации, будет ли всеобщая мобилизация, и 300 тысяч человек, о которых говорил глава Минобороны, это еще актуальная цифра или нет? Что-что? 300 тысяч человек, да, о которых говорил глава Минобороны, это еще актуальная цифра или нет? Да. Во-первых, Минобороны вначале предполагала меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Первое. Второе, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я что-то не вижу никакой необходимости. Вот. Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной. Поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что эта работа уже заканчивается. Сейчас на войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Пожалуйста. Алексей Головко, телеканал «Россия. Вести». В продолжении, кстати, темы. Вот мы в Казахстане сейчас находимся. Здесь, как мы знаем, очень много людей, которые уехали после объявления о частичной мобилизации. Их определенное количество есть и в других соседних странах. В России разное говорят, кто-то называет предателями. В Госдуме предлагали даже изымать у них автомобили. А вот как вы лично относитесь к тем, кто уехал из страны после 21 сентября? Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действия конкретного гражданина. Вот кто-то уехал, потому что что-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, а кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Вот, мне кажется, по-другому невозможно поступать. Так, пожалуйста. Да, прошу вас, вот рядом, молодой человек в белой рубашке. Спасибо большое. Глеб Иванов, «Аргументы и факты». Опять же, Владимир Владимирович, в продолжении темы мобилизации. Да. Вот сейчас начинают приходить первые данные о погибших мобилизованных солдатах. В Челябинской области власти области заявили о том, что погибло несколько мобилизованных. В Москве сегодня хоронят мобилизованного 23 сентября сотрудника правительства Москвы. У него не было военной подготовки, не было военного опыта. Собственно, вопрос, как так получается? При объявлении частичной мобилизации мы сказали о том, что все мобилизованные пройдут обязательную военную подготовку. Как так получается, что люди оказываются на фронте, еще даже 3 недель не прошло с момента объявления мобилизации, и, в общем, там погибают? Да. И как, на ваш взгляд, вот сейчас идет сам процесс мобилизации? И еще один вопрос, если позволите, по поводу Крымского моста. Вот после теракта на Крымском мосту, с вашей точки зрения, вот как обеспечивают сейчас меры безопасности на стратегических объектах инфраструктуры, на вокзалах, в аэропортах, на газопроводах, на электростанциях? Сможем ли мы защитить их? Спасибо. Значит, что касается мобилизации, могу еще раз сказать то, что говорил раньше. Линии соприкосновения
1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация. Первое. Второе. Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Значит, вот я сказал, 222 тысячи сейчас находятся в войсках, точнее сказать, в так называемых частях-формирователях. Вот там первичная подготовка от 5 до 10 дней. Затем поступают уже непосредственно в зависимости от военно-учетной специальности, поступают уже в боевые части. И там подготовка от 5 до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание. Но если посмотреть от начала мобилизации до сегодняшнего дня, в принципе, если смотреть по минимальным значениям, то в целом это возможно. И не только возможно. Вот я сказал, 222 тысячи у нас находятся в войсках-формирователях. Значит, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях, и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Но если такие вопросы возникают, которые сейчас вами сформулированы, я дополнительно дам поручение Совету Безопасности, там есть военные люди в Совете Безопасности, ранее служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса, дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан. Коллеги, давайте заключительный уже вопрос. Да, уже пожалуйста. много времени, чтобы не злоупотреблять. Обеспечено. Ну, конечно, после теракта на Крымском мосту, конечно, соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия. И на объектах энергетики, причем разного уровня, разного класса, на транспортных объектах. Ну, страна у нас большая, да? Поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной. До сих пор удавалось это сделать. Пожалуйста, Андрей. Газета «Коммерсант». Как вы считаете, после всего Украина сможет существовать как государство, а Россия? И второй вопрос. Владимир Владимирович, вы ни о чем не жалеете? Нет. Вот я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, мало приятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно. Будет ли существовать Украина? Сможет ли Украина существовать как государство и сможет ли Россия? Но мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,5 миллиона человек, да? 2,400. Взяли и воду отрубили там. Ну, войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы других противодействий бы. Вот мост взорвали, теперь нам нужно 10 раз подумать. Обеспечение сообщения с Крымом по территории, насколько важно это для Российской Федерации? Знаете, вот. Да. Были нанесены в начале недели массированные удары на территорию Украины. Да. Как вы оцениваете их эффективность и какова вероятность, что именно такие массированные удары еще придется наносить? Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят, потому что
из, по-моему, 29 объектов, там 7 значит, не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Но, во всяком случае, сейчас, пока. Ну, а там видно будет. Спасибо большое. Все? Спасибо. Ну что, давайте. Завершающий. Давайте завершающий. Да, спасибо большое, Сергей Дианов, РИА Новости. В НАТО прямо говорят о том, что поражение Украины станет поражением для Альянса. Как вы считаете, возможно ли, что НАТО введет войска на территорию Украины в случае, если положение дел на поле боя для Киева станет катастрофическим? Вы знаете, ведь это вопрос понятий, вопрос юридической техники. Что такое поражение Украины? Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение или что? Что это такое? Вот надо понять, что это такое. Но в любом случае введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией, это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать. Спасибо большое. Всего хорошего.